Ким Су Хён годами удерживал титул самого дорогого и безупречного актера Южной Кореи. Его гонорары казались астрономическими, а репутация – непоколебимой. Но 2025 год превратил его жизнь в крутое пике. Одно скандальное фото, трагедия, случившаяся в его собственный день рождения, и иски на миллионы долларов разрушили фасад идеального золотого мальчика. Сегодня мы узнаем, как за считанные месяцы величайшая империя в истории Дорам превратилась в руины, и какую цену на самом деле пришлось заплатить Ким Су Хёну за свои тайны. На пике 2024 и начала 2025 года Ким Су Хён перестал быть просто актером, он превратился в самый дорогой коммерческий актив Южной Кореи. После триумфа дорамы «Королева слез» его гонорары достигли цифр, которые шокировали даже видавших виды продюсеров. За каждую из 16 серий актер получал около 300 миллионов вон, что в сумме составило почти $4 миллиона за один проект. Его имя в титрах гарантировало приток инвесторов и мировых стримингов, готовых платить любые деньги за его участие. Но кино было лишь вершиной айсберга. Ким Су Хён закрепил за собой статус короля рекламы, одновременно представляя 19 крупнейших мировых и национальных брендов, от люксовых часов МИДа и модного дома Прейдер до банковских гигантов и косметических сетей. Каждое рекламное соглашение оценивалось в сумму от 1 до 1,2 миллиарда вон. К началу 2025 года его личное состояние оценивалось в невероятные $117 миллионов, делая его самым богатым актером в истории корейской волны. В то время казалось, что эта финансовая крепость неприступна. Ким Су Хён выстроил империю, основанную на безупречном имидже правильного парня, который не совершает ошибок. Однако именно этот статус золотого стандарта сделал его падение в будущем таким стремительным и болезненным. Когда ты стоишь так дорого, любая ошибка умножается на миллионы убытков. Обладая огромным состоянием, Ким Су Хён вкладывал деньги в самое дорогое, что может быть в Сеуле, абсолютную приватность. Его главной крепостью стал жилой комплекс Галрир Форет, расположенный у Сеульского леса. Это место называют домом для 0,1% населения страны. К 2025 году актер стал владельцем сразу 3 элитных квартир в этом здании. Стоимость только одной из них превышала $7 миллионов, а общая стоимость его недвижимости в этом комплексе перевалила за 25 миллионов. Но за этими бронированными дверями и панорамными окнами с видом на реку Ханган скрывалась жизнь, далекая от шумных вечеринок. Ким Су Хён вел почти затворнический образ жизни. Те, кто работал с ним, описывали его как профессионального одиночку. Пока другие звезды мелькали в хронике светских раутов, он проводил ночи в закрытых боулинг-клубах, куда приходил после полуночи, чтобы избежать лишних глаз. Боулинг стал его одержимостью, актер мог тренироваться по 45 часов подряд, оттачивая броски до автоматизма. Эта страсть к одиночным занятиям и тишине внутри огромных золотых апартаментов создавала вокруг него ауру загадочности. Соседи редко видели его, а курьеры доставки еды даже не подозревали, что оставляют заказы у дверей самой высокооплачиваемой звезды страны. Ким Су Хён выстроил идеальную золотую клетку, где все было подчинено контролю и безопасности. Он верил, что эти стены защитят его от внешнего мира, не подозревая, что главная угроза его спокойствию придет изнутри его прошлого. Тишина в жизни Ким Су Хёна была взорвана глубокой ночью, когда вся Корея уже спала. В марте 2024 года, а затем с новой силой в начале 2025 интернет всколыхнуло селфи, опубликованное скандальной актрисой Ким Сэ Рон. На снимке Ким Су Хён и Ким Сэ Рон были запечатлены в интимной, домашней обстановке, соприкасаясь щеками. Фото провисело в социальной сети всего 1 минуту, прежде чем было удалено, но этого времени хватило, чтобы оно навсегда изменило судьбу актера. Для Ким Су Хёна это стало настоящей катастрофой. В Корее репутация – это самый ценный актив, а Ким Сэ Рон на тот момент уже была изгоем после скандала с вождением в нетрезвом виде. Публика задалась вопросом, что связывает безупречного короля Дорам с одиозной актрисой, которая младше его на 12 лет? Была ли это старая интрижка или тайный роман, который длился годами прямо под носом у фанатов? Агентство актера поспешило выпустить сухое опровержение,
назвав фото старым снимком из прошлого, но зерно сомнения уже было посеяно. Социальные сети вскипели от гнева и разочарования. Фанаты чувствовали себя обманутыми. Их кумир, который годами строил образ одинокого трудяги и идеального парня, оказался замешан в сомнительной связи. Этот короткий момент, всего 60 секунд публикации, сорвал замок с его золотой клетки в Галлрир-Форет. Тайная жизнь Ким Су Хёна перестала быть тайной, и впереди его ждал самый мрачный поворот, который никто не мог себе вообразить. 16 февраля 2025 года Ким Су Хён должен был праздновать свой 37-й день рождения. В его социальных сетях начали появляться праздничные посты, он благодарил фанатов за подарки, а его агентство готовило масштабное торжество. Но именно в этот вечер вся страна содрогнулась от страшной новости. 24-летняя актриса Ким Се Рон была найдена мертвой в своем доме. Полиция официально признала это самоубийством. Трагедия мгновенно приобрела зловещий оттенок из-за совпадения дат. В сети поползли черные теории. Многие посчитали, что Ким Се Рон выбрала день рождения Ким Су Хёна для своего последнего шуга намеренно, чтобы оставить ему прощальный подарок, который будет преследовать его вечно. Ситуация накалилась до предела, когда семья погибшей актрисы прервала молчание. Через несколько недель после похорон тети Ким Се Рон и YouTube-каналы, включая Haverlab, выступили с шокирующими заявлениями. Они утверждали, что Ким Су Хён и Се Рон состояли в тайных отношениях на протяжении 6 лет, и начались они, когда девочке было всего 15 лет. Семья обвинила актера в груминге, финансовом давлении и в том, что именно его холодность и предательство после ее скандала с ДТП подкосили психику девушки. Вместо праздничных тортов и поздравлений Ким Су Хён получил обвинение в гибели человека, а его день рождения навсегда стал ассоциироваться с трауром. Когда в марте 2025 года скандал набрал полные обороты, финансовая крепость Ким Су Хёна, которую он строил 15 лет, начала рушиться на глазах. В Южной Корее действует жесткий закон репутационной ответственности. Если лицо бренда замешано в скандале, компания имеет право требовать возмещения ущерба в 2-кратном или 3-кратном размере от суммы контракта. Более 20 мировых и корейских брендов, включая Prader, Coco Electronics и Dinta, не просто разорвали отношения с актером, но и подали на него в суд. Общая сумма исков к середине 2025 года превысила безумные 10 миллиардов вон, около $7 миллионов. Но это было только начало. Его агентство Gold Medalist оказалось на грани банкротства, столкнувшись с дефицитом бюджета и невозможностью выплачивать зарплаты даже клининговым компаниям. Самым шокирующим моментом стал арест его активов. Чтобы обеспечить выплаты по искам, суд наложил временный арест на его легендарную недвижимость в комплексе Галлрир-Форет. Золотой мальчик, который еще вчера покупал пентхаусы за наличные, оказался в ситуации, когда его счета были заморожены, а проекты, такие как долгожданный сериал от Disney+, «Кначков», были отложены на неопределенный срок. Впервые в истории корейской волны актер такого масштаба столкнулся с реальной перспективой потери всего состояния. Из самого богатого артиста страны Ким Су Хён превратился в человека, чьи долги начали расти быстрее, чем проценты по его старым вкладам. Это была не просто потеря работы, это был полный демонтаж его «золотой империи». В конце 2025 года Ким Су Хён, наконец, прервал свое долгое молчание. Это не было гламурным интервью или постом в социальных сетях. Актер появился на экстренной пресс-конференции, выглядя изможденным и постаревшим. Перед сотнями вспышек камер он совершил глубокий поклон, традиционный корейский жест раскаяния, и произнес слова, которые разлетелись на цитаты: «Я оказался трусом. Я прятался за стенами своих домов, пока люди, которых я любил, страдали. Я боялся потерять свой успех больше, чем потерять себя». Эта исповедь разделила общество на два непримиримых лагеря. Одни увидели в нем сломленного человека, который осознал свои ошибки и заслуживает второго шанса. Другие же сочли это запоздалым актерским представлением, попыткой спасти остатки карьеры и избежать новых судебных исков. Несмотря на публичное покаяние, индустрия осталась к нему холодна, крупные телеканалы все еще опасаются брать его на главные роли, боясь бойкота со стороны зрителей. Сегодня Ким Су Хён живет в одной из своих оставшихся квартир,
ведет почти затворнический образ жизни и тратит время на бесконечные встречи с юристами. Его история стала главным уроком для всей индустрии развлечений. В 2025 году ни миллионы долларов, ни статус национального достояния не могут защитить тебя от правды. Золотая империя пала, оставив после себя лишь вопросы без ответов и горький финал скандальной дорамы, в которую превратилась его реальная жизнь.